Приветствую всех на канале Швейная Симфония. И сегодня мы научимся пришивать молнию, закрытую с двух сторон. Этот способ достаточно прост и его очень часто применяют. Для этого нам понадобится изделие или кусочек ткани, на котором можно потренироваться, змейка, лапка для пришивания молнии, булавочки для скрепления и, конечно же, швейная машинка. Перед тем, как вы приступаете к вшиванию молнии в ваше изделие, срезы обязательно необходимо обработать тем способом, который вы желаете применить в своем изделии. Можно обметать, можно срезы косой бейкой обработать. Это уже на ваше усмотрение. Так как я показываю на образце, срезы я обметывать не буду. Сложили лицевыми сторонами вовнутрь, уравняли срезы. От срезов откладываем 1,5 сантиметра и чертим ровную линию на расстоянии 1,5 сантиметра от среза по всей длине вашего изделия. Затем берем молнию, прикладываем в том месте, где мы будем ее вшивать, и отмечаем. От верхнего среза мы отмечаем 1 сантиметр. Нам необходимо будет, если это юбка, еще пришить пояс. Также отмечаем внизу, где у нас должна заканчиваться молния. Мы смотрим уровень крепления молнии. Он может быть металлический, пластмассовый. И от этого крепления молнии мы должны подняться на сантиметр вверх. После того, как отметили, где будет заканчиваться место вшивания молнии, сейчас скрепляем и идем за машинку и прокладываем строчку в том месте, где змейка вшиваться не будет. В начале и в конце делаем закрепку обязательно. Прострачиваем шов. Проложили строчку на машинке. И теперь необходимо также проложить строчку в том месте, где будет вшиваться молния. Только на этом отрезке необходимо проложить или наметочные стежки, или строчку без закрепок и крупным стежком. Я рекомендую, конечно же, лучше прометать от того места, где у вас закрепочка стоит. Вы прометываете вручную, потому что не все ткани подходят для того, чтобы потом распарывать строчку. Некоторые ткани очень нежные, и желательно лишний раз их на машинке не строчить. И прокладываем такие стежочки до конца. Проложив наметочные стежочки в том месте, где будет вшиваться молния, мы идем к утюгу и разутюживаем наши припуски на шов в разные стороны. После того, как мы разутюжили наши припуски на шов, вот так они выглядят ровненько и красиво, нам необходимо удалить эти наметочные стежки.
Нам они нужны были для того, чтобы припуски на шов у нас были ровненькие и красивые. Удаляем наметочные стежки вот таким инструментом, если кто не знает. Называется он распарыватель. Идет обычно в наборе к машинке. Или же, если у кого машинка старого образца, можно приобрести в швейном магазине или там, где продается разная мелочевка. Все, убираем наметку, и мы получаем вот такой красивый вид в вашем изделии, где необходимо шить молнию. И мы сейчас берем молнию, прикладываем и приметываем таким образом, чтобы край ткани с одной стороны доходил до середины зубчиков нашей молнии в закрытом состоянии. С одной стороны и с другой стороны. Когда будем начинать приметывать, не забываем, что бегунок вашей молнии должен находиться на сантиметр от среза верхнего. Вот так, как я сейчас показываю. Вот сантиметр. Прикладываем нашу ткань, делаем закрепочку. Возьму ближе в руки. Закрепку делаем несколько раз, чтобы не сдвинулась. И вот так укладываем ткань, чтобы она доходила до середины ваших зубчиков. И стежки здесь я бы порекомендовала делать косые, наметочные косые стежки, чтобы во время пристрачивания ваша ткань не сдвинулась. И так делаем до того места, где у нас заканчиваться будет молния. Приметав молнию с одной стороны вашего изделия, мы доходим до того места, где молния должна заканчиваться. Наметку мы делаем на 5 миллиметров, на 7, желательно ниже этого места. Для того, чтобы когда вы будете строчить, и чтобы наметочные нитки не оказались под строчкой, иначе их будет потом тяжело удалить. Делаем закрепку поперечную, прикладываем вторую часть вашего изделия, которой мы будем пристрачивать молнию, и также прокладываем косые наметочные стежки до конца, уравнивая края вашего изделия и прикрывая таким образом молнию, зубчики. И вот так хочу показать, придерживая пальчиками ткань, отслеживая, чтобы ткань была стык, прокладываем
косые стежки. Приметав змейку косыми стежками, это способствует тому, что змейка и ткань будут четко закреплены во время пристрачивания на машинке. Вы теперь можете расстегнуть, проверить. Все аккуратно и красиво. И можно идти за машинку и пристрачивать вашу молнию. Единственное, хочу порекомендовать, перед тем, как будете вшивать молнию, обязательно ее приутюжить с паром, потому что вы точно не знаете, как может повести себя молния после того, как вы постираете ваше изделие. Поэтому лучше продекотировать молнию. И вторая рекомендация. Во время приметывания молнии к ткани молнию не натягиваем. Она должна ложиться так, как она ложится. Ткань тоже не растягиваем. Ткань, наоборот, должна более свободно ложиться на вашу молнию. Все, а сейчас идем за машинку. И еще хочу обратить ваше внимание, что для пришивания молнии есть вот такие лапки. Есть лапка односторонняя и есть лапка сразу двухсторонняя. Вы можете как купить в магазине, так часто они идут в наборе к машинке. У меня это односторонняя лапка с левой стороны, но для пришивания молнии, если вы покупаете одностороннюю лапку, лучше всего, чтобы она была правосторонняя. Я буду строчить двухсторонней лапкой. Преимущество двухсторонней лапки в том, что ее можно крепить на машинке как за один край, так и за другой край. И лапка будет давать возможность строчить как с правой стороны, так и с левой стороны. И расстегиваем молнию, располагаем лапку близко к молнии настолько, насколько лапка позволяет это сделать, потому что у нее есть специальные здесь ограничители. Опускаем иголочку, обязательно протягиваем ниточки и делаем закрепку в начале. И начинаем уже строчить. Не доходя сантиметра 3-5 можно, останавливаемся. Иголка должна быть опущена. Лапку приподнимаем и застегиваем молнию для того, чтобы сделать поперечную закрепку. Нам необходимо дойти до того места, где у нас ткань застрочена, дойти, развернуться на иголке и сделать поперечную закрепку. Доходим до этой точечки, поднимаем лапку, разворачиваемся и делаем поперечную строчку длиной 1 сантиметр. Можно даже прокрутить слегка. Разворачиваемся на иголке и продолжаем пристрачивать уже второй край вашей молнии к изделию.
И не доходя сантиметра 3 до бегунка, 3, 4, 5 можно, поднимаем опять лапку, игла опущена и расстегиваем нашу молнию для того, чтобы закончить пристрачивание вашей молнии. В конце делаем закрепку. Все. Лапку подняли, иголку поднимаем, вытаскиваем, обрезаем ниточки. И хочу дать небольшую рекомендацию. Когда вы на машинке пристрачиваете вашу молнию, пользуясь именно вот такой лапкой двухсторонней, чтобы ваша строчка с одной стороны и с другой стороны была на одинаковом расстоянии, отслеживайте вот этот край лапки, который я показываю ножницами. Он должен идти четко по вот этому желобочку, который соединяет два края вашей ткани. И когда вы будете придерживаться этого желобка, то с одной и с другой стороны строчка у вас будет на одинаковом расстоянии. Аккуратно и красиво пришито. После того, как пристрочили змейку, проверили, чтобы строчечка у нас была ровненькая и на одинаковом расстоянии от места стыка в одну и в другую сторону. Проверяем, легко ли расстегивается и застегивается. Если возникли какие-то нюансы, значит, что-то немножко неправильно сделали. В этом случае не боимся, распарываем распарывателем аккуратненько строчку и перестрачиваем. Если все хорошо и прекрасно получилось, значит, удаляем сейчас наметочные стежки, также распарывателем аккуратно, не повредив ткань, и приутюживаем. И вот такая красиво пристроченная молния на ваших изделиях будет у вас получаться. И этот способ можно применять не только в юбках, в брюках. Его также можно применять и в боковом шве, если это платье, если это косметичка. И у вас всегда будет аккуратно, красиво пристроченная молния. Всем всего доброго и успеха в любимом деле.